Всех приветствую! Этот ролик создавался при поддержке творческая студия «Деревня». Поддержи! Давай, братан, давай, ты можешь, молодец, давай. Как вы поняли из названия ролика, я пытался произвести смеситель резиновой крошки для дальнейшей ее укладки. И я думаю, у меня это получилось. Теперь я хочу поделиться своим опытом. Для сборки смесителя мне понадобился мотор-редуктор, метров 6 профильной трубы 60 на 40, профильная труба 25 на 25. Мотор-редуктор я взял от невостребованного трубогиба. Параметры мотора 0,75 киловатт с возможностью подключения к сети 220 вольт. Кстати, редуктор можно ставить в любое положение относительно двигателя. Первым делом я поменял схему подключения с 380 вольт на 220 вольт, то есть треугольника, как показано на обратной стороне крышки. В тетради в клеточку начал накалякивать чертеж в масштабе 1 клетка 5 мм равна 5 сантиметрам в натуре. То есть получилось основание 650 на 650, высота стоек примерно 500, потому что емкость для замешивания 400. Кстати, объем емкости 90 литров. Если не нагружать редуктор, туда влезет 21 килограмм резиновой крошки. 21 килограмм – это 3 квадратных метра готовой смеси. Затем приступил к снятию заусни с труб и нарезки в размер для дальнейшей сварки основания. Нарезал упоры для удержания емкости на месте. Ну и начал все это дело сваривать. Очень понравились уголки магнитные для сборки конструкций. Все делалось, как говорится, на коленочке. Расположение емкости примерял относительно основания. Ну и редуктор также примерял на основание, так чтобы центр редуктора приходился на одной оси с центром емкости. Детали подгонял в притирочку. Затем начал сборку верхней части смесителя. Она должна быть откидывающейся. Мудрить не стал, ставил в 25 профиль 20 трубу к кругу, ибо 20-ка замечательно входит в нее и без проблем вращает. То есть 25 профиль с трубой 20-кой это поперечина между вертикальными опорами мотор-редуктора. Нарезал пластины. На одной расположится электромотор, а другая нужна для крепления редуктора.
Думаю, редуктор нужно закрепить основательно. Торцов поперечины, которые приходятся на вертикальные упоры, отпилил по 40 мм, ровно на ширину профиля. Получились шарниры. От основания к опорам приварил укосины. Затем приварил трубки для крепления электрощитка. Из обрезков труб сварил ограничитель опрокидывания. Следующий этап — сварка лопастей для смешивания резиновой крошки и клея. Вариантов множество. Я выбрал самый простой, как мне казалось, ну и самый неудачный, тоже мне так кажется. Для этого я отрезал уже готовый вал, удлинил его трубой 20-кой, сваривал с зазором. Уголки хоть и замечательные, но они не проводят электрический ток, потому что окрашены. Это же очевидно. Как говорится, с пердежом и работой вроде бы сварил. Нарезал трубу 20-ю. Загнул ее на том же трубогибе под 90 градусов. По размерам выровнял. Получилось примерно в ширину емкости. Ну, от стенок по 50 мм торчит. Емкости разные, поэтому цифры говорить не буду. Укрепил конструкцию диском на 250, который как будто был создан для этого. Примерил их к редуктору и уже засомневался, что сделал правильно, потому что лопасти задевали емкость. Емкость, кстати, пластиковая, быстро ломается, стоит дорого, примерно 10 баксов. Следом идет зачистка, обезжиривание, покраска. И крепление мотор-редуктора.
Электрика. Для меня это все очень сложно было. Вроде бы все готово. Скрутил ящик. В него мне пригодился автомат на 6 ампер. Отмыл его, зачистил, покрасил. Через кабель-канал подвел провода. К двигателю подцепил через автомат и даже включил его в розетку. Но что-то пошло не так. Он вроде работает, но коряво. Я же вижу, что он плохо себя чувствует. Казалось, не все так просто. Чтобы двигатель работал нормально, нужен рабочий конденсатор для сдвига каких-то фаз куда-то. С головой погрузился в вычисление, какой мне нужен конденсатор. Но долго думать не пришлось. Слава Сварогу, что в интернете все есть. Подключил двигатель через конденсатор, и все заработало. Включается-выключается все это дело с помощью обычной клавиши. Это уже готовая модель. Емкость для смешивания сделал из бочки из-под масла. Разрезал пополам, получилось 2 емкости по 100 литров. На щитке выключатель клавишный, в щитке автомат на 6 ампер и конденсатор. Лопасти переделал, вроде все смешивает, все хорошо. Ну а на этом первая часть видео заканчивается. Ставьте лайки, если вам видео понравилось. Если вам будет интересно, сделаю вторую часть видео. Там покажу вам укладку резиновой крошки, ну и все нюансы работы. Спасибо за просмотр, всем пока.